Всем привет, снова я встречаюсь с вами в своей землянке. Сейчас я в первую очередь займусь мясом, чтобы его можно было замариновать. Нарежу лук и чеснок, потом посыплю специями, положу это все дело в пакет, ну а потом уже пускай помаринуется, и мы уже поставим запекать в печку. Делаю вот такие надрезы, чтобы можно было туда положить помидоры. Посыпаю солью со специями. Думаю, половинки луковицы будет достаточно. Сейчас я сразу же высыпаю все это дело в пакет. Также налью сейчас масло. Все, оставлю, пускай маринуется. В первую очередь, наверное, займусь туда дверью. Вот эти места, видно, что даже просвечивают они. Надо будет забить жутовую ленту. Также вот здесь. И потом вот еще вот здесь тоже вот есть, когда я приколотил вот эту планку, то здесь остались зазоры. Фонарик все включу, чтобы было видно. Здесь я уже тоже сделал, правда, без камеры. Тоже сейчас здесь поддувать уже не будет. Все будет нормально. Вообще ни к чему, я считаю, это пленка здесь, она весь внешний вид землянки портит. Вот такие сейчас скрылись щели, нужно их обязательно заделывать.
Вот так у меня получилось. Прям плотно-плотно туда прям так затолкал. Сейчас я даже вот руку ложу и не поддувает нисколько. Всяко разно лучше, чем пленка. Сейчас надо будет еще с этой стороны. Но здесь поплотнее, конечно, сделано. Тут вот, наверное, можно будет еще затолкать. Так, а вот здесь уже, наверное, не получится. Но хотя что-нибудь попробую тоже как-нибудь проколочу. Также снизу надо будет прикрутить вот этот брусок. Будет всяко разно лучше. Все равно уже поддувать так не будет. Остался еще вот такой небольшой отрезок, надо тоже будет здесь затолкать инжутовую ленту. С этой стороны не получается, так как плотно здесь сколько может, миллиметра полтора зазор. Здесь тоже вышел сейчас на улицу, ну и с той стороны посмотрел, там в общем есть возможность нормально затолкать инжутовую ленту. Прикрепил со стороны улицы ленту джутовую здесь. Сейчас также надо будет еще вот здесь сверху также сделать. И вот здесь. Так, сейчас замеряю под брусок. Так, сколько у меня здесь? 470, наверное. Да, 470 сейчас сделаю. И потом уже сюда прикручу на саморезы. Здесь уже поддувать не будет. Друзья, вышел из землянки посмотреть, какая погода. А то что-то я там все то одно, то другое делал. В итоге сейчас на улице вообще просто так стала красота. Ветра практически нету. Я когда сюда шел, примерно на половину пути, сильный ветер был и мело. Ну сейчас просто снежок небольшой такой идет. Время уже
5 часов вечера, и на улице светло. Скоро, значит, у нас будет весна. Я тоже сильно этого жду месяца, чтобы уже можно было здесь по сугробам не ползать, а просто не спеша по берегу спокойным шагом можно было доходить сюда. Но опять, если идти по берегу, то получается идти дольше. Но сейчас уже таких морозов нету, примерно уже 4-5 градусов было, когда я выходил из дома. Ну, здесь, ну, может быть, минус 6 было, но все равно, как бы, уже морозов-то все равно не будет. Снег мести еще будет, это точно. У нас погода такая здесь, то есть примерно до середины марта месяца вообще не ощущается весны. Ну, а потом уже под конец марта, тогда уже чувствуется, что вот скоро-скоро будет весна. Хочу порекомендовать инструмент, который я строил землянку. Первое, наверное, это будет самая главная пила, которая больше всех мне нравится. Это пила Бака. Длина у нее 759 мм. Также для нее есть чехол вот такой, который одевается на полотно. И уже можно будет не бояться, что где-то там зацепишься. Зубья здесь очень острые. Я уже точно не помню. По-моему, вот это полотно по сухому резу. Также хотелось бы порекомендовать вот такую пилу складную. Здесь имеется курок. Вот так вот складывается. То есть уже можно легко убрать его в рюкзак или еще там куда-то. То есть он места мало занимает, не как вот ручная ножовка. На лезвии есть надпись Scarab SK5 Japan Style. Сейчас не могу сказать по цене, сколько она стоит. Я покупал на Яндекс.Маркете. Также эту пилу заказывал тоже на Яндекс.Маркете. Прошло уже больше полугода, и, скорее всего, цены поменялись. Кому интересны данные инструменты, я ссылку оставлю в описании. Заходите, смотрите. Ну все, дверь я сделал. Сейчас тогда нужно приниматься за стенки. В общем, получается, у меня вот примерно на этом уровне надо к низу опуститься и все там доделать. Здесь вот пока такая у меня лавка. Там она у меня стоит на тюльке. Ну а здесь у меня уже она как бы была сделана. Сейчас на данный момент я ее буду разбирать. Тогда вытащить ее не получится. Выверну вот эти поперечные доски, которые у меня здесь. Разберу ее. Ну а потом уже начну заниматься стенками. Ну все, я лежак убрал, осталось только утеплять. Я уже приготовил джутовую ленту. И сразу же тогда начну прямо вот отсюда. Нижний два венца утеплил. Сейчас еще вот осталось здесь полностью пройти. Потом буду ту стенку начинать.
Ну все, раз эту я стенку доделал, сейчас буду приниматься за эту. Сколько у меня здесь? Раз, два, три, четыре. 4 венца тоже так же протыкаю. А потом уже, наверное, возьмусь за эту стенку. Сейчас у меня там должны прогореть еще угли. И тогда можно будет уже положить мясо запекать. Ну все, сейчас занимаюсь мясом. Надо его уже поставить. Думаю, оно у меня промариновалось. Прошло сколько? Больше 2 часов. Должно точно промариноваться. Так, сейчас надо еще сразу помидоры тоже нарезать. Блин, доску-то убрал. Ой, и фольга, кстати, у меня закончилась. Все, вот так вот я вот наставил здесь помидоры. Жалко, у меня фольга закончилась. Блин, опять не учел я этот момент. Немножко сюда сдвину. Здесь вот у меня дырка. Блин, маловато, конечно, фольги-то получается у меня. Ладно, вроде бы хватило. Все, отправляем запекать. Думаю, час-полтора, наверное, подержу в печи. Туда, наверное, точно приготовится. Надо было мне там побольше углей оставить, чтобы температура была больше. Но все равно печь пока так-то я трогаю ее, она горячая. Вот здесь прям вообще невозможно руку не сжать. Вот здесь еще, ну вот здесь вот она теплая. Поставил я туда, подальше, ну чуть дальше середины примерно. Под трубу, под выход трубы тоже смысла особого нету ставить. Не знаю, ладно, пока пускай постоит. Сейчас займусь сюда также стенками. Надо доделать сегодня. Ну и надо уже выдвигаться на дому. Сейчас уже начинает потихонечку темнеть. Даже не знаю, сколько по времени. Ну, наверное, так вот, если на скидку, примерно часов 7, наверное, вечера. Ну и завтра мне на работу. Надо все сделать. В общем, и уже как бы уйти со спокойной душой. Вот так сейчас выглядит моя землянка. Места стало в разы больше, лавки здесь нету сейчас. Даже как-то стало так просторнее, уютнее, что ли. Несмотря на то, что здесь лежака у меня нету. Полностью эту стенку проколотил джутом до самого нижнего венца. Не знаю, здесь пока делать или нет лежак. Также вот посмотрел сейчас эти доски. Думал, может быть, сделать мне часть пола. Вот здесь вот это место полностью доделать. Ну, до самой стены, конечно, не хватит, но все равно уже будет приятнее ходить, не под ногами земля, растаптываться потихонечку. Ну, а уже на досках, конечно, все равно будет лучше. В общем, сейчас уже настало время, можно, думаю, доставать. Надеюсь, приготовилась. Немножко мне пришлось повозиться с печкой, затянулось это все дело, пришлось снова растапливать, чтобы уже прогрелась она. И были там угли. Так не готовилась. В общем, сейчас туда достаю. Пробуем. Ну и надо собираться и выдвигаться в сторону дома. Показываю то, что получилось. Как выглядит, мне уже нравится. Надеюсь, будет также вкусно. Будем пробовать. Лавку пришлось переделать. Нормально. А так сейчас мне приходится сидеть. Голова на уровне стола. Ну да ладно. Скоро сделаю здесь лавку чуть повыше. Также надо будет сделать здесь лежак. Еще один момент вспомнил. Огромное спасибо человеку, который поддержал мой канал. В общем, скинул там небольшую сумму. Единственное, то, что он в комментарии никак не отписался.
Вам огромное спасибо за поддержку моего канала. Пользуясь случаем, также хотелось бы вам сказать огромное спасибо, кто смотрит мой канал, оставляет комментарии. На этом будем сегодня заканчивать. Всем пока.